Первым приготовим яркий, красивый и очень вкусный салат, который просто идеально подойдет на праздничный стол. В первую очередь заливаем чернослив горячей водой, оставляем так на 10-15 минут, после этого воду сливаем. Копченую куриную грудку нарезаем на небольшие кубики. Перекладываем ее в миску. Добавляем майонез и перемешиваем. Дальше натираем яйца на крупной терке. Также перекладываем их в миску и смешиваем с майонезом. Теперь на небольшие кубики нарезаем соленые огурцы. Отварной картофель натираем на крупной терке. Отварную морковь натираем на мелкой терке. Чернослив нарезаем на тонкие полоски, он нам понадобится для украшения салата. Собираем салат. Блюдо смазываем майонезом. Выкладываем картофель. Хорошенько его разравниваем. Смазываем майонезом. Дальше выкладываем куриную грудку. Соленые огурцы. Их также смазываем майонезом. Теперь выкладываем яйца. Последним слоем выкладываем морковь и закрываем ею весь салат. Украшаем салат полосками чернослива, и все, салат готов. Салат получается очень яркий, красивый, вкусный. Отличный вариант салата для новогоднего праздничного стола. Обязательно попробуйте приготовить. Следующим приготовим очень вкусный знаменитый салат «Гнездо глухаря». Рецептов этого салата очень много, делюсь, как готовлю его я. В первую очередь подготовим картофель. 500 грамм натираем на терке для моркови по-корейски. Заливаем его холодной водой и промываем несколько раз, пока вода будет прозрачной. Вот такая чистая вода должна получиться в итоге промывания. Дальше сливаем воду, а картофель хорошенько обсушиваем бумажным полотенцем. Подготовленный картофель обжариваем на сковороде. Обжариваем его на сильном огне в достаточном количестве растительного масла, постоянно помешивая.
Обжариваем частями, чтобы картошка не слиплась и эта соломка была рассыпчатой. Готовую картофельную соломку снимаем и выкладываем на бумажное полотенце, чтобы впитались излишки масла. Точно так же небольшими порциями обжариваем остальной картофель. Вот такая рассыпчатая соломка из картофеля должна получиться. По желанию немного солим ее и пока убираем в сторону. Подготовим начинку для салата. 100 грамм лука нарезаем на небольшие кубики. Если не найдете красный лук, можно заменить обычным. Заливаем его кипятком, оставляем так на 10 минут, а потом эту воду сливаем. Дальше на небольшие кубики нарезаем 150 грамм отварной куриной грудки. Сразу перекладываем ее в салатник. Также на кубики нарезаем 100-120 грамм маринованных шампиньонов. Можно купить уже готовые маринованные грибы, а можно замариновать их с вечера самостоятельно, быстро и очень просто. Рецепт будет в описании. У меня маринованные грибочки свои. Добавляем их к куриной грудке. Сюда же добавляем лук. Последним еще измельчаем укроп, примерно 10 грамм. Одну часть добавляем в начинку для салата, а остальную часть оставляем для украшения. Заправляем майонезом, понадобится примерно 50 грамм. Перемешиваем и собираем салат. Всю начинку для салата выкладываем в центр блюда. Сверху выкладываем картофель. Придаем салату форму гнездышка и в середине делаем небольшое углубление. В это углубление высыпаем оставшийся укроп, разравниваем. По желанию можно еще дополнительно украсить мелкими веточками укропа. И на укроп в середину выкладываем отварные перепелиные яйца. Вот и все, салат готов. Салат получается необычайно вкусным, отлично подходит и на каждый день, и на праздничный стол. Если еще не пробовали этот салат с такой начинкой, обязательно попробуйте. Еще хочу поделиться рецептом очень вкусного праздничного слоеного салата «Наполеон» с крабовыми палочками. Сразу приготовим коржи. Предварительно размороженное тесто делим на 4 равные части. Если тесто неровное, то немного раскатываем его, чтобы выровнять края. Для этой закуски подойдет как слоеное дрожжевое тесто, так и слоеное бездрожжевое. Тесто понадобится 500 грамм. Перекладываем его на противень и отправляем выпекаться в разогретую духовку до 200 градусов на 15-20 минут. За это время подготавливаем начинку. Некрупно нарезаем 150 грамм крабовых палочек. По желанию вместо нарезания можно натереть все на крупной терке. Дальше нарезаем огурцы. Понадобится 2 огурца среднего размера или 1 крупный. Если кожица огурцов грубая, как раз как у меня, то срезаем ее. Нарезаем огурцы также не крупно, как и крабовые палочки. Теперь нарезаем зеленый лук и укроп. Зеленого лука у меня 30 грамм, а укропа 10 грамм. Количество зелени не принципиально, поэтому подстраивайте под свой вкус. Зеленый лук добавляем к огурцам, а укроп добавляем в майонез. И сюда же еще добавляем пару выдавленных зубчиков чеснока. Майонеза понадобится плюс-минус 150-170 грамм. Также его можно разбавить сметаной. Последними на небольшие кубики нарезаем отварной картофель, пару штук среднего размера. И отварные яйца 4 штуки. И картофель и яйца я отварила и остудила заранее. К этому времени уже готовы коржи, даем им немного остыть, а потом делим каждый корж на 2 части. Пока коржи остывают, доделываем начинку, добавляем каждому ингредиенту майонез и хорошо перемешиваем. Картофель, яйца и огурцы не забываем посолить по вкусу. Собираем торт. Немного смазываем блюдо майонезом. Выкладываем корж.
На него выкладываем картофель. Хорошенько разравниваем его. Дальше снова выкладываем корж. Каждый корж хорошо прижимаем. Крабовые палочки. Опять корж. Начинку из огурцов с зеленым луком. Накрываем следующим коржом. На него выкладываем яичную начинку. И последним слоем у нас идет еще один корж. Накрываем торт пищевой пленкой, сверху ставим какой-то груз, у меня это просто досточка и контейнер с водой. И убираем пропитаться в холодное место, минимум на 3 часа, в идеале на ночь. У меня прошло уже 3 часа, снимаем пищевую пленку. И обмазываем торт майонезом, или же можно обмазать крем-сыром. А теперь посыпаем торт крошкой из оставшихся коржей. Украшаем торт как кому нравится. Я в качестве украшения использую веточки укропа. И небольшие кусочки крабовых палочек. Вот и все, закусочный торт готов. Безумно вкусный, в меру влажный, отлично пропитанный, еще и станет украшением любого праздничного стола. И поверьте, его разберут одним из первых, потом еще рецепт просить будут. Обязательно попробуйте. Поделитесь, как вам этот рецепт. Попробуйте приготовить. Буду ждать ваши комментарии. И в завершении предлагаю рецепт вкуснейшего слоеного салата с курицей и ананасами «Ренессанс». Праздничный, нарядный и очень-очень вкусный салат. Мелко нарезаем 200 грамм консервированных ананасов. Промакиваем их бумажным полотенцем, чтобы впиталась излишняя жидкость. И сразу выкладываем в кулинарное кольцо или салатник первым слоем. Диаметр моего кольца 18 сантиметров. Делаем сеточку из майонеза. Все последующие слои также смазываем майонезом. Следующий слой будет из копченой грудки. Сначала нарезаем 250 грамм грудки на кусочки, а дальше разбираем эти кусочки на волокна. Выкладываем грудку на ананасы. Немного прижимаем, так салат будет лучше держать форму. Если делаете салат в салатнике, то прижимать не обязательно. Дальше на крупной терке натираем 2 отварных яйца. Выкладываем их следующим слоем. Теперь очередь отварной моркови. Понадобится 1 штука. Морковь и яйца я отварила и остудила заранее. Выкладываем ее на яйца. Следующим делаем слой из консервированной кукурузы. У меня здесь 200 грамм. Теперь еще натираем на крупной терке 100 грамм твердого сыра. Посыпаем им кукурузу. И последнее измельчаем 80-100 грамм лиственной части пекинской капусты. Выкладываем капусту последним слоем. Этот слой тоже смазываем майонезом. И украшаем как кому нравится. У меня в качестве украшения будут крупно нарезанные листья салата, кусочки консервированных ананасов, немного кукурузы и зерна граната. Вот и все. Снимаем кулинарное кольцо и можно подавать на стол.
Салат получается яркий, очень вкусный, нежный. Все ингредиенты в нем прекрасно дополняют вкус друг друга. Обязательно попробуйте. Не забудьте поставить лайк, если рецепты вам понравились. И в комментариях напишите, какой салат понравился больше. Буду ждать ваши отзывы. Всех с наступающими праздниками, мира, добра и всего наилучшего.